Наша жизнь — это захватывающее путешествие, полное возможностей, открытий и испытаний. Каждый день мы встречаем на своем пути множество разных людей, и эти встречи могут оказать глубокое влияние на наше мировоззрение, эмоциональное состояние и даже судьбу. Некоторые из этих людей становятся нашими верными спутниками, вдохновляют нас своим примером и помогают расти над собой. Они освещают наш путь, делают его ярче и насыщеннее. Но, к сожалению, встречаются и те, кто, сами того не осознавая, могут сбить нас с курса, увести в сторону от намеченных целей и затянуть в негатив и беспомощность. Мудрецы древности, стоики, чьи идеи не теряют своей актуальности уже более 2000 летий, хорошо понимали важность окружения в жизни человека. Они предостерегали от слишком тесного общения с людьми, способными затянуть нас в водоворот негативных эмоций, конфликтов и хаоса. Ведь наш круг общения — это продолжение нас самих, и его влияние на нашу жизнь, мысли и поступки трудно переоценить. Представьте себе, что ваша жизнь — это сад. Вы заботливо выращиваете в нем прекрасные цветы своих талантов, стремлений и ценностей. Но если вы позволите сорнякам негатива и уныния прорасти на этой благодатной почве, они могут постепенно заглушить все самое красивое и ценное. Поэтому так важно научиться отличать истинных друзей, союзников на нашем жизненном пути от случайных прохожих и незваных гостей, чье влияние может быть разрушительным. Давайте вместе рассмотрим 7 типов людей, которые могут стать серьезным препятствием на нашем пути к личностному росту, самореализации и внутренней гармонии. И поговорим о том, как мудрость стоиков может помочь нам распознать этих ложных попутчиков, защитить свой душевный покой и продолжить путешествие к своим мечтам. Первый тип — это вечные жалобщики. Те, кто постоянно недоволен всем вокруг: погодой, работой, отношениями, политикой, экономикой и даже своей жизнью. Кажется, что они черпают энергию из негатива, как растения из солнечного света. Их вечное брюзжание и критиканство может действовать на нервы, отравлять атмосферу вокруг и красть нашу энергию и жизнерадостность. На первый взгляд может показаться, что лучший способ совладать с жалобщиками — это просто избегать их, свести общение к минимуму. Но жизнь устроена так, что не всегда есть возможность полностью исключить таких людей из своего круга. Они могут быть нашими коллегами, соседями или даже членами семьи. И тогда нам на помощь приходит мудрость стоицизма. Вспомним слова великого Эпиктета: «Мы властны над своим разумом, а не над внешними событиями». Мы не можем контролировать поведение вечных жалобщиков, заставить их смотреть на мир более оптимистично. Но в нашей власти решать, как реагировать на их негатив, насколько глубоко впускать его в свою жизнь. Мы можем мысленно абстрагироваться от их причитаний, представляя весь этот негатив чем-то вроде проходящей грозь, явлением шумным, но бессильным перед крепостью нашего духа. Мы словно наблюдаем за их жалобами со стороны, не позволяя им проникнуть в наше сердце и омрачить наше настроение. Или мы можем попытаться перенаправить разговор в более конструктивное русло. Когда жалобщик в очередной раз начинает свой плач о несовершенстве мира, мы можем мягко спросить его: «Я понимаю твою озабоченность этой проблемой. А что, по-твоему, можно сделать, чтобы исправить ситуацию?» Так мы показываем, что слышим собеседника, но при этом настраиваем его на поиск решений, а не бесконечное сетование. Главное помнить, что наша цель — не изменить жалобщика, это вряд ли возможно, а сохранить собственное душевное равновесие и ясность ума. Мы не позволяем чужому негативу стать нашим собственным и продолжаем фокусироваться на светлой стороне жизни. Второй тип людей, способных увести нас с верного пути, — это магниты неприятностей. Их жизнь напоминает бесконечную мыльную оперу, полную драм, конфликтов и потрясений. И словно воронка урагана, они с легкостью затягивают окружающих в этот водоворот проблем и эмоций. На первых порах общение с магнитами неприятностей может показаться захватывающим и волнующим. Их жизнь полна ярких красок,
и неожиданных поворотов. Рядом с ними некогда скучать. Но очень скоро становится понятно, что этот красочный хаос выматывает, лишает сил и покоя. Мы тратим все больше времени и энергии на чужие проблемы, отодвигая свои собственные мечты и планы на второй план. Сложность еще и в том, что, находясь рядом с магнитами неприятностей, мы рискуем потерять ясность восприятия, перепутать их кризисы со своими собственными. Вот мы уже не просто сочувствуем подруге, переживающей очередной разрыв отношений, а с головой погружаемся в ее драму, забывая о делах и целях. Но стоики учат нас сохранять ясность ума и трезвость рассудка даже в самых хаотичных ситуациях. Мы можем предложить магнитам неприятностей эмоциональную поддержку, выслушать их, утешить добрым словом, но при этом важно удерживать внутреннюю дистанцию, не позволять их проблемам стать нашими собственными. Вспомним принцип Эпиктета о том, что наше счастье зависит не от внешних обстоятельств, а от нашего отношения к ним. Мы не можем контролировать бурное течение чужой жизни, предотвратить очередной кризис или разрешить все конфликты. Но мы можем сохранять непоколебимый внутренний покой среди житейских бурь. Для этого можно применить технику рефлексивного слушания. Вместо советов и оценок просто перефразировать слова собеседника, показывая, что мы его слышим и понимаем. Например, «То есть ты чувствуешь себя преданной из-за ее поступка» или «Я вижу, как сильно тебя задела эта ситуация». Такая мягкая эмпатия поможет магниту неприятностей почувствовать нашу поддержку, но при этом не втянет нас в эпицентр его проблем. Или мы можем установить четкие психологические границы, оберегая свое время и энергию от непредсказуемых кризисов наших драматичных знакомых. Например, мы можем сказать подруге, страдающей от разрыва: «Я очень сочувствую твоей боли и готова поговорить с тобой завтра вечером. Но сегодня мне нужно закончить важный проект, и я буду недоступна». Так мы показываем, что ценим подругу, но при этом уважаем и свои собственные планы и потребности. Третий тип попутчиков, способных сбить нас с пути, это скептики, чьи слова, словно свинцовые тучи, заслоняют солнце нашего энтузиазма. Они не верят в наши мечты и цели, встречая любые наши начинания градом сомнений и критики. Представим, что наша жизнь – это увлекательное путешествие на воздушном шаре. Мы парим над суетой обыденности, наслаждаясь прекрасными видами и предвкушая новые открытия. Но скептик, увидев наш воздушный шар, тут же начинает перечислять все, что может пойти не так. А вдруг ветер переменится? А если шар зацепится за дерево, ты уверен, что эта идея будет работать? Под грузом их сомнений наш воздушный шар может начать стремительно терять высоту. Мы и сами начинаем сомневаться в успехе своих начинаний, откладывать важные шаги, бояться рисковать. А без риска и веры в себя невозможно достичь по-настоящему масштабных целей. Но мы можем превратить сомнения скептиков в конструктивный диалог и даже полезную обратную связь. Вместо того, чтобы просто делиться с ними своими грандиозными планами и ждать одобрения, мы можем попросить у них совета по конкретным вопросам. Например, «Я ценю твой опыт, и мне было бы очень полезно узнать твое мнение. Как лучше подготовиться к возможным рискам в этом проекте?» Такая просьба о совете не только обезоруживает привычную критику скептика, но и может дать нам действительно ценные идеи и знания. Ведь зачастую за скептицизмом стоит не злой умысел, а богатый жизненный опыт и желание уберечь нас от ошибок. Или мы можем применить в общении со скептиками принцип позитивной конфронтации. Когда нас в очередной раз пытаются отговорить от важного шага, мы можем сказать что-то вроде «Да, риски действительно есть, но давай подумаем вместе, как их минимизировать, что я могу сделать, чтобы повысить шансы на успех». Так мы показываем, что слышим опасения собеседника, но при этом сохраняем фокус на поиске решений, а не проблем. В конце концов, как говорил Марк Аврелий, время человеческой жизни – миг, ее сущность – вечное течение. Мы не можем позволить себе слишком долго стоять на земле, опасаясь взлететь. Да, наш воздушный шар может попасть в грозу или сбиться с курса,
Но он может и унести нас к потрясающим новым горизонтам, подарить незабываемые впечатления и открытия, и этот шанс определенно стоит некоторого риска. Четвертый тип людей, который может стать преградой на нашем пути к мудрости и самореализации, это вечные жертвы. Они воспринимают жизнь как беспросветную череду несчастий и поражений. В их глазах они всегда оказываются проигравшими не из-за собственных решений и действий, а из-за козней недоброжелателей, превратностей судьбы или любых других внешних сил. Общение с вечными жертвами может быть эмоционально изматывающим, ведь нам свойственно сопереживать близким, хотеть помочь и поддержать их. Но когда мы видим, что человек снова и снова наступает на одни и те же грабли, отказывается брать ответственность за свою жизнь и учиться на ошибках, наше сочувствие постепенно сменяется разочарованием и бессилием. Представьте, что жизнь – это шахматная партия. У каждого игрока есть равные шансы и инструменты для победы, все зависит от его стратегии, решительности и готовности рисковать. Вы продумываете каждый ход, просчитываете возможные комбинации, делаете смелые ходы. Но ваш соперник-жертва после каждой неудачи обвиняет в своем проигрыше кого угодно – шахматную доску, фигуры, ваши коварные замыслы. Только не себя и свои просчеты. Как не дать такому игроку вовлечь вас в бесконечный цикл драм и оправданий? Стоики советуют нам сохранять эмоциональную дистанцию и ясность ума. Мы можем предложить вечной жертве свое сочувствие и готовность выслушать. Но не стоит брать на себя роль спасателя или судьи. Но, как учили нас стоики, в нашей власти выбирать свою реакцию на внешние обстоятельства и влияния. Мы не можем контролировать поведение других людей, но можем взращивать в себе силу духа, ясность ума и верность своим принципам. Тогда никакие жалобщики, манипуляторы или вампиры времени не смогут сбить нас с пути. Давайте же вспомним мудрые советы Марка Аврелия, Сенеки, Эпиктета и других великих стоиков. Давайте будем твердо стоять на страже своего душевного покоя, своих истинных целей и ценностей. Будем различать тех, кто искренне желает нам добра, и тех, кто тянет нас в болото негатива и хаоса. Кем бы мы ни хотели быть, путь к этому образу лежит через ежедневную практику осознанности, через усилия ума и воли. И первый шаг на этом пути – отделить свое истинное «я» от влияния тех, кто пытается сбить нас с курса. Так что, друзья, в следующий раз, когда очередной жалобщик начнет изливать на вас потоки негатива, или манипулятор попытается вами вертеть, или вампир времени захочет украсть ваши драгоценные часы, вспомните, что вы сами выбираете, как реагировать и что впускать в свою жизнь. Вы можете сказать жалобщику: «Я слышу твою боль, но давай подумаем, как можно улучшить ситуацию». Вы можете ответить манипулятору: «Спасибо за предложение, но я приму решение самостоятельно». Вы можете напомнить вампиру времени: «Давай поговорим позже. Сейчас мне нужно сосредоточиться на важных делах». И каждый раз, делая такой осознанный выбор, вы будете становиться сильнее, мудрее, ближе к своему идеальному «я». Вы будете укреплять свой внутренний стержень, свою способность плыть к своей мечте даже в самых бурных волнах житейского моря. В конце концов, как говорил Марк Аврелий, нет ничего нового в том, что происходит с тобой. Все это было раньше, будет после и сейчас происходит. Все эти сложные люди и ситуации – лишь часть пестрой ткани жизни. Наша задача – научиться видеть узор этой ткани, продолжая ткать свою собственную нить, ярко, уверенно, с любовью и верой. Поэтому, дорогие друзья, не бойтесь встреч с жалобщиками, магнитами неприятностей, скептиками, вечными жертвами, токсичными позитивистами, манипуляторами и вампирами времени. Каждая такая встреча – это возможность стать сильнее, увереннее в себе, научиться еще лучше понимать и отстаивать свои границы. И пусть слова и дела великих стоиков будут вашим компасом на этом пути. Перечитывайте их труды, черпайте в них силу и вдохновение. Обсуждайте с единомышленниками, как применять стоическую мудрость в современной жизни. Делитесь своими успехами и сложностями, поддерживайте друг друга.
Ведь, как заметил Сенека, нам нужен кто-то, чей пример формировал бы наш характер. Без правила невозможно исправить кривое. Так пусть наше сообщество любителей стоической философии станет таким коллективным правилом, которое поможет нам выпрямить все кривые линии наших судеб и характеров. Давайте вместе учиться быть капитанами своей жизни, мудрыми садовниками своих душ, любящими и смелыми путешественниками по дорогам бытия. И пусть встречные ветры лишь закаляют наши паруса, а попутные несут к новым горизонтам познания и самосовершенствования. Мы начинали этот разговор с вопроса, какие типы сложных людей встречались вам на жизненном пути. Поделитесь в комментариях своими историями, своими озарениями и успехами. Пусть ваш опыт станет маяком для тех, кто только начинает свое плавание по морю стоической мудрости. И, конечно, если эти идеи откликнулись в вашей душе, поддержите наш канал лайком и подпиской. Ведь каждый ваш отклик – это еще один попутный ветер, наполняющий паруса нашего общего корабля познания. Помните, друзья, какие бы волны ни бросала на нас жизнь, в наших силах оставаться капитанами своей судьбы. Стоическая мудрость – это надежный компас, который всегда укажет верный путь. Так, давайте следовать ему с верой, надеждой и любовью в сердце. Счастливого плавания! И до новых встреч на волнах стоической философии и осознанной жизни на канале «Мудрость стоицизма».